Kultura Kazachstanu jest niesamowita. Poznałem jej 20 lat temu i do dnia dzisiejszego jestem nią zauroczony. Nas zwiedziło około 3000 osób, kładowców, studentów, biznesmenów. Polska ziemia jest gościnna, jak gościnną ziemią jest ziemia kazachska. To właśnie Kazachowie pomagali Polakom przeżyć. Na terenie Kazachstanu znajduje się bardzo wielka diaspora Polaków w Kazachstanie. W naszej Bydgoszczy spotkali się w 2018 roku przedstawiciele Kazachstanu z różnych miejsc. Tutaj w naszym centrum Kazakele wspólnie świętowaliśmy ich święto narodowe, które nazywa się Naurys. Dlaczego Kazachowie przyjeżdżają do Bydgoszczy? Co przywożą ze sobą? Co zabierają? Jakie tradycje darują nam, a co przywożą do swojego Kazachstanu? Zobaczycie Państwo в tym filmie. Здравствуйте, меня зовут Ханабек Жулдыз, я студентка филологического факультета университета имени Худайбергена Жбанова. Наш университет дает шанс поучиться 1 семестр в других странах, и я выбрала именно страну Польша, город Быдгош. Этот город прорекомендовали мои друзья, и я нисколько не жалею, что выбрала именно этот университет. Здесь я обучаюсь в английской филологии. Помимо основного процесса обучения, мы можем себя реализовать в других сферах. К примеру, я занимаюсь спортом, я профессионально играю в волейбол, и университет ВСГ дал мне шанс быть в команде и участвовать в разных соревнованиях. Я являюсь инициатором и координатором адаптированных игр. Еще я являюсь активным участником во всех мероприятиях, проводимых в центре Казагеле. Казагеле для меня это территория Казахстана, где я чувствую себя как дома. Там мы устраиваем концерты и мероприятия. И недавно мы отметили наш традиционный праздник Наурыз, где мы показали людям с Польши и рассказали про наши национальные блюда и нашу культуру. Я веду свой инстаграм-блог, где я выкладываю фото с разных стран. Я сама люблю путешествовать. К примеру, я была в Германии, в Барселоне, во Франции. И людям интересно, что я делаю в свободное время. И я выкладываю много фотографий с моего любимого Быдгоша. И после окончания бакалавра я хочу обратно прилететь в Быдгош и учиться в магистратуре в университете ВСГ. Здравствуйте, меня зовут Александр Константинов. Я родом из Казахстана. В Казахстане я занимался президентским многоборьем. Туда входило 5 видов. Первое – это стрельба. Второе – это бег на короткие дистанции. Третье – бег на средние дистанции. Четвертое – это плавание. И пятое – это метание гранаты. Весом составляет 700 грамм. Обучался я в колледже Хромтауский агронометехнический высший колледж 4 года. Далее потом проходил практику в шахте ДНК полгода. Наши работы проводились на горизонтах плюс-минус 0 и ниже до минус 252 горизонта. Там, конечно, было очень жарко, но терпимо. Обучаюсь я в высшей школе экономики в Быдгош. Здесь я учусь и продолжаю тренировки триатлоном. Спорт учит преодолевать слабости, но здесь я также учусь понимать других, их слабости. Как с умом помочь инвалиду и как ценить каждого человека. В Быдгоше я встретил много людей из разных стран. Мы учимся и веселимся вместе. Мои друзья, которые рассказывали об этом городе, были правы. Здесь можно развиваться, играть и воплощать в жизнь свои мечты. В Быдгоше
Мое обучение близится к концу. Мне было очень интересно познавать методику обучения. В Быдгоще очень много талантливых спортсменов и мастеров спорта своего дела. Они создают очень большую конкуренцию. Также я хочу все это перенять и в будущем, когда я стану тренером, буду обучать своих детей и будем готовить хороших спортсменов. В будущем они составят вам всем конкуренцию. Меня зовут Гульнара. Мое имя переводится с казахского как «гранатовый цветок». И я даже не подозревала, что в итоге оно как-то будет связано с моим бизнесом, с делом всей моей жизни. Компанию мы с супругом вместе создали 6 лет тому назад, именно здесь, в нашем дачном домике Мичурина. И бизнес начинался как продолжение хобби Ерлана. Он всю жизнь мечтал именно о растениях, о посадках, о том, что у него будет питомник большой. И даже не подозревая, вот прошло 6 лет, а у нас уже практически реализация его мечты. Бизнес у нас очень сложный для этой зоны Астаны, потому что она называется зона рискованного земледелия. И нам было очень важно подобрать растения, которые подходят для Астаны. И одно из них – это непета. Это многолетний цветок, приобрести который это было для нас великое счастье. Мы познакомились с представителем Витрофлоры на одной из конференций и заказали первую партию цветов, высадили их на объектах. Сегодня мы вам покажем, как они до сих пор у нас цветут, и прям пышным цветом, и зимуют, и они доказали свою жизнеспособность. И для нас, конечно, непет – это величайшее открытие для Астаны. И первый наш объект – это был памятник Абая, где мы высадили клумбу. Она зарекомендовала себя отлично, и мы теперь на каждом из наших объектов стали использовать цветники, увеличивая каждый раз ассортимент, пробуя, экспериментируя. Мы доказываем, что можно использовать многолетники, а до этого у нас использовались только однолетние растения, а только однолетние цветы. С каждым годом мы экспериментируем и заказываем все больше и больше растений, все больше и больше цветов с Витрофлоры. Мы начинали с котовника, специально под заказ просили нам произвести непету драгон. Наши любимые цветы – это эхиноцея, это тысячелистник, кровохлебка. И в этом году, уже второй год, мы используем злаки. Сначала у нас был не очень удачный опыт использования мискантуса, но мы нашли злаки, которые хорошо зимуют. Это щучка дернистая, это вейник, и мы сегодня тоже вам покажем объект, где мы будем их сажать. Использование многолетних цветов в условиях Астаны вначале столкнулось с очень большим сопротивлением как со стороны городских озеленителей, так и частных объектов. Но мы все равно продолжали, мы настаиваем на их использовании, и наши клумбы как на общественной территории возле памятника Абая, так и на жилых комплексах, которые мы вам покажем, это и Сенсата парк, и С-клаб. Они доказали свою жизнеспособность, и тем самым мы как экономически выгодно, так и визуально улучшаем нашу столицу. Использование многолетних цветов делает нашу столицу и краше, и веселее, и опрятнее, к чему мы стремимся. И большое, конечно, спасибо нашим партнерам из города Бидгош, компании Витрофлоре, за постоянную и очень точную доставку. Мы везем цветы самолетом, сразу получаем их в кассетах и высаживаем на объектах. Mam na imię Daniel Biełow. Urodziłem się w Połodarze. Dziadkowie przyjechali tu do pracy. Po wojnie w Połodarze liczy około 100 osób. Skąd czym żyli te Polacy w Kazachstanie? W latach 30-40 były deportowani, a po wojnie jechali do pracy, pracując na roli lub na budowie. W całym Kazachstanie jest nas około 40 000. Tam jest nasz kraj, do ziemi swej powinniśmy powrócić. My, polska młodzież, często udzielamy się wolontariacie, pomagając starszym osobom, pielęgnujemy mogiły Polaków. Wśród sympatyków Polonii są ludzie różnych narodowości, na przykład Kazachowie, Rosjanie. Kiedy spotykamy się, wspólnie tańczymy i śpiewamy.
Dzisiaj żegnamy naszą nauczycielkę języka polskiego, która 7 lat mieszkała z nami w Powodarze. Za 2 lata chciałby pojechać do Polski i studiować informatykę. «20 лет назад я начал заниматься журналистикой. Несколько лет практики мне хватило, чтобы мой голос зазвучал на лучших радиостанциях Беларуси, нескольким позже на ведущем телеканале страны. Параллельно я развивал свой собственный видеопродакшн. За годы работы собрал профессиональную команду, с которой мы исколесили много стран, сняли более 1000 различных рекламных и документальных фильмов. Видеопродакшн – мое любимое дело на протяжении многих лет, но меня всегда тянуло в кино. Могу сказать, кино – моя отдаленная мечта. Отдаленная, потому что я еще недостаточно готов профессионально к этому. 3 года назад я закончил Варшавскую киношколу по специальности режиссер, после чего снял документальный фильм о Диего Марадоне. Кино вошло в топ-лист 7 международных кинофестивалей в Южной и Северной Америке и в Европе. Это был интересный продюсерский, режиссерский опыт, но дальше было еще интереснее. Несколько лет назад мой друг Женя Стуматаев, известный в Казахстане продюсер и режиссер, пригласил меня поучаствовать в съемках своей комедии «Больше, чем любовь». Я бывал и раньше в Казахстане, но после съемок окончательно влюбился в эту страну и переехал работать в Нур-Султан, где открыл совместную компанию, которая занималась привлечением стартапов. Кроме того, я посвятил Казахстану один из выпусков своего журнала «Дипломат». Снял десятки репортажей, несколько документальных фильмов. Кроме этого, были и рекламы, и прямые трансляции. И все вроде бы способствовало тому, чтобы продолжить свой путь на Востоке. Но рынок этот оказался специфическим. В Казахстане очень трепетно относятся к гостям, но чтобы стать своим на этом рынке, нужны годы. А мне нужен был рост именно в тот момент, я не хотел ждать. Поэтому я решил двигаться дальше на запад, в Европу, куда очень долгое время планировал переехать. И так сложилось, что именно в Казахстане я познакомился с представителями польского бизнеса, которые заинтересовались моими проектами в сфере телевидения, кино и стартап-движения и пригласили меня поработать к себе. Так я оказался с семьей в польском Быдгоще. За полгода я организовал более 10 съемок в Польше, Германии, Франции, Монако. Сейчас на завершающей стадии переговоры по созданию польско-казахстанского бизнес-хаба. Поэтому в итоге мое несколько спонтанное решение сменить часовой пояс в сторону Европы, я считаю, было верным. Здесь хорошие возможности для творческого развития, для развития собственного бизнеса, как локального, так и международного. Рынок гиперразвит, но профессионалам и людям, влюбленным в свое дело, место всегда найдется. Поэтому Быдгощ, несмотря на свои небольшие размеры, оказался для меня и моей семьи достаточно комфортным и удачным местом для того, чтобы здесь жить и развивать свое дело. Bardzo często słyszę, że Kazachstan to pustynia, nic nie ma i to nic bardziej mylnego. Kazachstan w dniu dzisiejszym jest bardzo rozwiniętym i potężnie rozwijającym się państwem. Światowe Expo odbywało się w Nur-Sultanie, na pewno o czymś świadczy. Pomiędzy naszymi krajami, a nawet miastami jest wiele wspólnego, ale również jest wiele zróżnicowanego. Na pewno do wspólnego, patrząc na przykład na Bydgoszcz, mamy nowe technologie, jak w Polsce, tak i w Kazachstanie. Mamy dążenie do komfortu życia, jak widzicie z tego filmu. Te same roślinki wykorzystują się i w Bydgoszczy, i w Kazachstanie. Do zróżnicowanych momentów, które na pewno nie przeszkadzają, można na przykład odnieść sposób przyjmowania świata, ale również religię. W Kazachstanie jest muzułmaństwo, które uczy dobroci, tolerancji, nie ekstremizmu.